Здравствуйте, мои дорогие друзья! Хочу сперва вас поздравить с праздником, Рождество, Новый год и так далее. Ну что, сегодня будем говорить о законах Северного Кипра. Немного, но чуть-чуть поговорим. Сперва всех напугали изменения в законах и так далее. Конечно, не нужно было этого бояться. Всегда на Кипре были законы, что можно приобрести одну недвижимость, имея в виду на титул одну недвижимость, а остальные по контрактам, по договорам сколько угодно хочешь, можешь. Да, в одно время его остановили и потребовали поменять. То есть на одного человека одна недвижимость. Спустя некоторое время пожалели, об этом вы знаете, и внесли изменения в законе, что уже можно покупать несколько объектов недвижимости на срок где-то на 7 лет. То есть, оплачивая свои налоги, 0,5 это гребевый сбор, и дальше полтитула 6% для регистрации договора, и в конце по получении разрешения получить титул, вы оплачиваете еще 6%, чтобы получить свой титул на недвижимость. Это всегда так было, но просто цена была раньше по-другому. Раньше титул стоил 3%, и можно было приобрести 2-3 объекта по титулу. А сейчас только одну недвижимость, может оформить квартира, вилла и так далее. Еще были внесены изменения в законе по открытию компании, вот, что должен был быть киприот 100%, вот, а сейчас уже 51% на 49%. То есть иностранцы тоже могут открывать сейчас спокойно фирму на свое имя. И надеемся, что этот закон больше никогда не поменяется. Но и так и говорят, что вот уже внесли в право, полностью внесли в законодательство этой республики, так скажем, да, Северная Кипр-Турецкая республика. Вот. Думаем, что никаких больше изменений не будет. А что тут пугаться? В связи с этих изменениях, ребята, было понятно и было очевидно, что будет сложно, и мы это увидели, всем было сложно, и агентствам, и застройщикам, и клиентам, и юристам и так далее. Но, с одной стороны, это было хорошо, что на острове уменьшилось количество агентств недвижимости, уменьшилось агентов, левых агентов уменьшилось, да, потому что с такими законами продавать было нелегко. Было очень сложно, и, конечно же, больше всего продавалась вторичная недвижимость. И люди, которые инвестировали в недвижимость, когда купили давно-давно, смогли сейчас в нынешнее время продавать свои объекты. Кто-то подороже, кто-то подешевле, кто-то по стандартной цене, но зато все продалось. Конечно же, у нас еще будет прямой эфир с нашими новыми покупателями, со старыми покупателями, да, либо кто там собирается какой-то бизнес открывать. У нас будет прямой эфир, и там буду я отвечать на вопросы людей, так скажем. Вот. В итоге в этой системе закрылись много агентств недвижимости, да. Конечно, были те, которые нормально работали, но большинство это были, так скажем, да, вот, ну, есть там чуть-чуть 5 тысяч, 10 тысяч, есть что делать, давайте станем агентами, да, и будем работать. Но, ребята, это так не работает. Вот. Нужно знать недвижимость, нужно быть в этой теме, потом открывать такую фирму и работать. Например, застройщики, например, да, вот больше сотни застройщиков, я могу точно сказать, что около 200 застройщиков закрылись. Почему? Потому что это были мелкие застройщики, которые имели чуть-чуть денег у себя в кассе, так скажем, да, и хотели заняться стройкой. Лично я таких застройщиков не предлагал и не продавал. Вот. Таких застройщиков, наверное, думаю, что предлагали и продавали мелкие агенты, либо новички агенты, которые думали, что-то могут сделать. Да, но это неправильно. Я работаю с проверенными застройщиками и продаю недвижимость тех застройщиков, в которых я уверен, которых я давно знаю. И слава богу, у нас еще ни один застройщик не подвел наших клиентов также. Вы не думайте, что недвижимость на острове сильно упала, либо там не продается. Конечно, есть разные акции у застройщиков и у агентств недвижимости, да. Но до сих пор люди приезжают, покупают, до сих пор есть интерес к Северному Кипру. Это позволяет, это, ну, большие рассрочки, приятная погода, море, безопасность и так далее. И школы, университеты, можно много чего посчитать. Так что на острове все хорошо, никакой паники нету. Я не знаю, почему многие видел в Ютубе там некоторых людей, или там, ой, проблема, или там, не знаю, подстава, или, не знаю, кого-то там, не знаю,
похитили, кого-то украли, кого-то недвижимость отжали, кого-то что сделали. Такого ничего нету, людей не надо пугать и ничего не надо бояться. На острове все нормально, все двигается как нужно. Поправки были, это нужно было сделать, опять-таки, чтобы убрать, чтобы было понятно, кто здесь хорошо, нормально работает, кто постоянно работает, а кто просто пришел и ушел, так скажем. Без обид, ребята. Ребята, я вам вот что скажу. Знаете, спад недвижимости, либо экономический спад бывает в каждой стране, и также у нас это случилось. Но это не первый раз. Я помню, так как я давно на этом острове, с 2011 года, и уже 10 лет в сфере недвижимости. Такое я видел, уже встречал, если не ошибаюсь, где-то в 2017 году. Такой мощный спад был, но потом уже год даже не прошло, и пошел резкий... Ракета. Забыл это слово. Да. Вот. Резкий взрыв был, так скажем, наверх. Да. Что, ни одному же Илону Маску запускать ракету. Мы тоже запускаем здесь ракеты недвижимости в космос. Так что, ребята, ждите, что знаете, что в 2025 году сильно вскочнет, так скажем, рынок, да, и все будет еще лучше, потому что сейчас в связи с тем, что творится в мире, да, и весь мир видит, что на Северном Кипре так безопасно, и страна все-таки развивается, и будущее у этой страны есть, и поэтому ждите большой скотч вверх, да, продаж недвижимости, и поэтому же я это говорю как бы компания Sun Republic, да, придумали шикарные акции, это были новогодние акции, но эти акции у нас продолжаются. Это минимум до марта, апреля, мая у нас эти акции будут. Что я вам говорил, там кэшбэк 3 года. Что такое кэшбэк? Это возврат денег от 3 до 5% и гарантированная аренда от 5 до 8%, 7-8% примерно, да, так скажем. Вот. И, конечно, еще больше можно продлевать. Так что такими акциями, такими хорошими проектами мы будем вас встречать. Мы работаем для вас, готовимся для вас. И вы... так как лично говорю, что вы не пожалеете и не пожалели ранее об этом, да, и дальше не пожалеете. Так что покупайте недвижимость у компании Sun Republic и приобретайте хорошую недвижимость, которую мы выбрали в некоторых определенных проектах, и в этом еще заработайте. Вот. Так что держитесь за нас, подписывайтесь на мой канал, да. Не забудьте оставлять комментарии, свои вопросы и так далее. А если что-то нужно будет, можете мне писать лично в Инстаграме, на WhatsApp и так далее. Можете даже мне звонить, беспокоить. Беспокоить тоже можете, да. Да. Еще раз поздравляю вас с Новым годом, да. Желаю, чтобы у всех все было хорошо, что у вас в новом году 2025 раз увеличился ваш бюджет. 2025% увеличились ваши деньги, ваша касса. И, конечно же, и покупать недвижимость только у нас. Шучу, не только у нас. Ну ладно, только у нас. А может, так и не так. Короче, подписывайтесь на канал. У нас там миллион осталось чуть-чуть. Шучу, но этот день тоже настанет. Так что любим вас. Любим, имею в виду, фирма любит вас. И ждем вас в гостях. Дальше будут в новом году будут очень новые видео, новые, так скажем, новые темы будут, более интереснее, более, так скажем, более ожидаемые. Вот. Так что не упускайте. Пока.